yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any. Привет, песеры, с вами Морж и еще один финал турнира на моем канале. На сей раз финал Лиги Чемпионов от группы Gentleman Tournament. Сражается у нас Даня Казаков под эмблемой Челси и Иван Холод под эмблемой Ливерпуля. Составы ребят вы видите на экране. Ну, а если ты сам хочешь принять участие в турнире, то переходишь по ссылочкам. Они у меня в описании и закрепленном комментарии в группу ВК eFootball Gentleman Tournament. Подписываешься, следишь за новостями, и когда будет объявлен следующий турнир, конечно же, в группе будет пост со всеми условиями, что нужно сделать, с кем разговаривать и так далее. Если что непонятно, можешь написать вот здесь в контактах есть Илья Зайцев, он является главой этой турнирной группы, я думаю, он тебе все объяснит. Так что, если хочешь сражаться с сильными ребятами, побеждать, выигрывать какие-то призы, то, само собой, переходи, ссылка в описании, ссылка в закрепленном комментарии и участвуй в турнирах. Ну а мы переходим к матчу. Ну и погнали. Спасибо Ивану Холоду за запись этого матча. Как вы видите, по формату играет он на планшете. Я думал сначала подрезать так, чтобы это было на весь экран, но, к сожалению, части поля не видно, плюс карточки получаются обрезанными. Короче, смотрится это все дело не очень. Левандовский начинает у нас Ливерпуль с центра поля. К сожалению, у Ивана не стоит подпись игроков Челси, и мне будет немножечко сложновато, конечно же, это комментировать. Тем не менее, Челси в атаке, и пока что будем смотреть, как будет эта атака развиваться. Хорошая передача, но здесь Ван Дейк оказывается первый на мяче. Почему-то нападающий Челси мяч пропускал, к сожалению, но атаку пока что у Дани построил... Ой, у Дани, да, само собой, и у Дани. Даня сейчас мяч перехватил. Построить не получается. Ни у Ивана, ни у Дани атаки пока что не выходят. Тем не менее, Челси с мячом. Хорошая передача на правый фланг. Передача в центр. Здесь можно уже пробивать. Но мельчит. Даня с пасом. Пробивает у нас Криштиану Роналдо, который играет под 18 номером. И, к сожалению, в угол ворот не попадает. Ну что ж, момент очень даже хороший. Чех здесь мог и не выручать. Хотя вроде бы как угол он прикрывал. Опасно. Ивану нужно делать выводы. И, собственно, таких моментов больше не допускать. Если, конечно, он хочет победить в этом финале. Вынос мяча от вратаря, но игроки Ливерпуля за мяч не зацепились, поэтому снова у нас Челси в атаке. Мяч на правом фланге, передача в центр. Левандовский здесь у нас играет в перехват. Вот такой вот у нас перехватчик Левандовский. Сразу же отдает на Салаха, но снова срезка, и снова Челси мяч контролирует. У Челси достаточно большое пространство в центре, и здесь, конечно, могут быть какие-то проблемы для игроков Ливерпуля. Пас на Бруно Фернандеша, Левандовский сразу же подключает Салаха на правом фланге, снова пас на Левандовского, отдает на Неймара на левом, снова Лева, по-моему, мельчит. Вот честно, я бы за Левандовского уже отсюда пробивал, у Левандовского очень-очень достойный удар, и в принципе с дистанции такой он вполне себе может закидывать, тем более перед ним никого не было, защита давала ему достаточно большое количество свободного пространства, а давать свободное пространство в нашей игре, ребят, нельзя. Казимира отдает на Матеуса, Матеус снова передача на Казимира, подключение Неймара, пас на Леву, но здесь игрок Челси прям врывается и забирает мяч. Пока что опасных моментов, ну кроме момента Криштиану Роналдо, у нас не было. 20 минут, тем не менее, уже прошло. Матеус, передача на Левандовского, можно было и разворачиваться, и забивать. Ой-ой-ой, какой мяч от Неймара, как его упустил защитник. Я вообще, если честно, даже не понял. Я бы вот здесь уже Левандовским пробивал, но посмотрите, Иван разыгрывает прямо до талого, что называется, чуть ли не завел мяч в ворота соперника. Неймар, конечно же, прекрасно открылся на левом фланге, никто его не удержал, он оставался абсолютно один, из достаточно острого угла он пробивает, собственно, ворота Челси. Тем не менее, Челси у нас отвечает кик-оффом, тут может быть опасно, Арнольд мяч выносит, и выносит очень хорошо на Неймара на левом фланге. Да, сразу же здесь, конечно же, подключение Левандовского, он забегал, Лева отдает в центр на Матеуса, Матеус на Салаха, Салах, хорошая пауза, пробивай! Нет, защитник блокирует, но мяч все еще у Ливерпуля, снова передача на Салаха, аккуратненький навес, дошел бы до Левы, конечно же, был бы гол. Тем не менее, мяч не доходит, попадает в защитника, и Челси может сделать быструю контратаку, если, конечно же, не помешают. Но помешали, причем с фолом. И здесь у нас кто? Матеус, да, судя по всему, 6-й номер получает или не получает желтую карточку, но минимум получает фол. Был срыв опасной атаки. Я бы, в принципе, и желтую за такое давал. Нет, желтой карточки наш лысый из Бразос решил не доставать пока что. Подача верховая идет, хороший сброс, пытался
пытается пробить нападающий Челси, не получается, но атака продолжается, хорошо, по левому флангу удар, но здесь чех на месте и берет удар от Мбаппе, который играет у нас под десяточкой за Челси. Неплохой, очень даже неплохой момент, но никаких проблем для чеха это не составило. У Мбаппе не совсем получался удар, сами понимаете, с разворота не так уж часто такое залетает. 30 минут у нас тем временем прошло, пока что 1-0 горит на табло, но моменты начинают появляться. Ошеломительные удары, ошеломительный чех спасает правый угол ворот. Удар был от Казимира, да, у него не самые потрясающие далеко удары, но здесь приложился очень даже здорово и очень даже хорошо. Но Чех это чех это всегда чех. С 21 части этот имбовый вратарь во многих, очень во многих составах присутствует. Угловой идет верховая подача, и все-таки мяч залетает в ворота. Ван Дейк забивает, да, если я не ошибаюсь. По-моему, Ван Дейк выпрыгивал, позвали его на угловой, и забил он, собственно, этот гол. Давайте смотрим, кто... Да, Ван Дейк, центральный защитник Челси, забивает этот очень важный для... Да, не мяч. Ну, посмотрим, чем ответит Иван. Тоже хорошие моменты были, и хорошо он играет на паузах. В принципе, смотрится это достаточно интересно. Наброс Левандовский, и Левандовский поворотом не попадает. А момент был очень даже хороший, и наброс такой легенький, прямо четко на голову. Тут, конечно, уже Лева немножечко запорол. Не хватило ему скилла игры головой, чтобы попадать в угол, и это, конечно, бы составило проблемы для второго чеха, да, если я не ошибаюсь, который стоит на воротах у Челси. 36 минут, пока что 1-1. Атаки, в принципе, опасные идут, и матч смотреть вполне себе интересно. Сейчас у нас в атаке Челси, но Казимира мяч забирает. Отдает на Неймара. Неймар куда будет бежать, будет открываться. Матеус на Бруно Фернандеша в центр. Хороший пас на Салаха. У Салаха есть пространство перед ним. И, в принципе, здесь на балансе можно и обыгрывать 1 в 1. Нет, передача на Бруно Фернандеша. Тут дальше на Левандовского. Ой, замельчили с пасом. Не стоило так делать. Уже нужно было выходить на ударную позицию и пробивать. Иногда, ну, хотя я и сам так играю, я понимаю, когда ты управляешь футболистами, не всегда нужные мысли приходят в нужный момент. И иногда делаешь лишние движения, лишнее мельчение. Ух, ошибка вратаря. Мяч куда? Мяч... Офсайд, да, должен быть офсайд. Игрок Челси попадает в офсайд. Здесь, конечно же, этот гол засчитан не будет. Но какой-то хаос штрафной Ливерпуля. И тут могло и залетать. Причем могло залетать абсолютно случайно, абсолютно нечаянно. И это не проконтролируешь. Отличное забегание по левому флангу Неймар. Ливерпуль в атаке, много игроков. Но здесь ошибка. Тем не менее, Салах мяч не перехватывает. И у нас звучит свисток на перерыв. Что ж, 7-6 по ударам у Челси, очень много, 3-2 по ударам у Ливерпуля. Моменты были реализованы, моменты были не реализованы. Смотрится это хорошо, интересно. И посмотрим, что ребята предложат нам во втором тайме. Холланд прям сразу на старте второго тайма выходит. Ну, не знаю. Я бы здесь поспорил с Иваном, как бы у Холланда срабатывает суперзамена после 60-й минуты. И после 60-й минуты его обычно и выпускают. После 45-й, как суперзамена, он считаться не будет. Ну, по крайней мере, Канами раньше рассказывала так, а на самом деле работает оно или нет, хрен его знает. Тем не менее, вот такая замена, не мне учить ребят, в финале они, а не я, а я всего лишь сижу перед микрофоном, смотрю с вами этот матч и стараюсь комментировать. Какая ошибка, ужаснейшая ошибка от Ливерпуля, тем не менее, защита справляется, так сказать. Иван мог пропускать сейчас плюху просто... из-за банальной ошибки защитников. Но, тем не менее, Челси все еще в атаке. У Челси тоже, как я понимаю, вышел Холланд, да? Судя по всему, судя по бегающей фигурке. Ну, посмотрим. Один норвежец против другого норвежца. Это всегда интересно. Холланда остановить в нашей игре очень-очень сложно. И здесь, конечно, будет побеждать тот, кто сможет его остановить. Прекрасный момент. И головой забивает Мбаппе. Да, судя по всему, Мбаппе забивает головой. Перепрыгнул он защитника, который... Нет, не Мбаппе, 18-й, Роналду забивает. Сложно, честно, ребят, сложно комментировать, когда игроки у противника не подписаны. Есть с этим серьезная проблема для меня, но буду стараться вывести этот достаточно сложный челлендж. Если вы помните, я как-то комментировал матч, когда были не подписаны ни одни игроки, ни вторые, еще и оба играли в форме Манчестер Юнайтед. Это был просто адок. Я думал, я там с ума сойду. Ну что ж, Челси вырывается вперед пока что 2-1, хотя все очень хорошо начиналось для Ивана и его Ливерпуля. Достаточно быстрый мяч, 1-0 введение, но вот отыгрыш прошел. Тем временем Месси выходит
выходит вместо Салаха. И мне понравился номер у Салаха 3 семерочки. Такой себе. Напоминает один портвейн. Ну, это уже старшее поколение вспомнит их. Я думаю, такой сейчас уже вряд ли производят. 60 минут уже у нас закончились практически. 2-1 Челси впереди. И пока что Ливерпуль не нащупал ключ к воротам, чтобы отыграть второй мяч. А, конечно, отыгрывать его нужно, а по-хорошему нужно забивать хотя бы 2 и спокойненько выигрывать этот финал. Ну, посмотрим, что ребята нам продемонстрируют. Варан здесь мяч перехватывает, аккуратненько отдает. Недвед с мячом в центре поля. Есть у него много свободного пространства. Прессингуют его игроки Челси. Здесь можно было... Ой, какая передача должна была быть на самом деле просто на тоненького и великолепная. Немножечко не получилось. Я, если честно, за Недведа бы и пробивал с этой дистанции. Но у него отличный удар, поэтому Недвед вполне себе можно ложить пушки и не заканчивать момент передачей, а заканчивать момент ударом. А можно вот направо было отдавать. Хорошо бы там игрок открывался. Месси у нас там, но есть у нас Ляо и Ляо свой момент не использует. Тут уже без коротких пасов решил Иван разыграть, но, к сожалению, Ляо не смог победить чеха в их дуэли 1 на 1, назовем это так. Даня берет паузу, значит, будет делать какие-то замены, возможно, какие-то тактические перестановки. К сожалению, тактических перестановок мы не увидим, но сможем увидеть замены, которые он предложит нам, собственно, на поле. Ну, а нам тем не менее, тем временем. В общем, тем интереснее, что будет происходить. Вейра выходит вместо Бруно Фернандеша. Левандовский выходит вместо Криро у Челси. И все. Левандовский, значит, и Вейра. То есть все-таки укрепляет Даня защиту. Тем временем Челси в атаке. Хороший момент. Да, угол достаточно большой, и Чех здесь справлялся. Но хрен его знает. Вы знаете пушку Холланда, когда он врывается своей огромной тушей, он просто может пропихнуть мяч в ворота. Тут Чех уже просто грудью спасал, грудью прикрывал, как родину в свои ворота, и этот мяч не пропускает. Верховая подача, Казимира здесь справляется, мяч все еще у Челси. Посмотрим, дальний удар, но для Чеха это проблем не составляет. Здесь и очень далеко, и не так уж хорошо подкручено, да и не то чтобы сильно, а Ливерпуль летит в контратаку. Передача на Месси, к сожалению, не доходит, Челси мяч перехватывает. Даня, такое ощущение, что почувствовал гораздо увереннее себя после отыгранного мяча и выхода вперед. И снова, посмотрите, мог быть опасный момент. Справляется Ван Дейк, передает мяч Месси, Месси отдает на Холланда, дает снова. Буквально очень неприятные ошибки, очень необязательные ошибки, и Иван даже не может выйти со своей половины поля, уже вторую атаку, и снова мяч у Челси, вот он пытается, нет, Челси, снова мяч, ну куда, идет верховая подача, здесь защита справляется, тут уже выносить просто нужно немножечко понизить градус этого накала на ворота, чтобы хотя бы выдохнуть. Джерард опять попадает в игрока Челси, не может все еще Иван выйти со своей половины поля. Наконец-то Ляо на левом фланге подхватывает мяч, начинает забег вперед, но сейчас мяч, скорее всего, потеряет. Да, конечно же, мяч теряет. Тут это было видно, в принципе. Тут скорее нужно было делать какие-то паузы и уже думать, куда отдавать. Хотя, конечно, то все моменты, все направления паса, скорее всего, были бы перекрыты. Александр Арнольд на правом фланге мяч подхватывает, передача на Месси, Месси сразу же отдает в центр, но защита читает. Вот Даня уже такое ощущение, что понял, как играет против него соперник, и буквально читает каждую его передачу. Джерард мяч перехватывает, передача на Недведа, Холланд сразу же подключает Ляо, момент отличный, тут нужно забивать, и Ляо все-таки вбивает мяч в правый угол ворот. Конечно, такой момент нельзя было не использовать, великолепно Ляо открывался, вот этот 97-й просто, блин, классная карточка. Советую вам, ребята, его попробовать. Даже обычно его карточку можете взять и побегать за него. Я уверен, он вас не разочарует. Карточка реально огненная. 2-2 и практически 90-я минута. Судя по всему, будем уходить в дополнительное время, если, конечно же, Даня сейчас не использует киков. А он его, судя по всему, не использует. 2 минуты добавляет арбитр. Вынос мяча на Холланда. Холланд поборолся, Месси подхватывает. А может, Ливерпуль сейчас у нас выйдет вперед на вот такой вот контратаке. Дают ее доиграть, но тоже ошибка, и мяч летит на половину поля соперника. Итого 2-2 у нас, 11-10 по ударам у Челси, 5-4 по ударам у Ливерпуля, но при этом равенство на табло. Много у Челси ударов, Чех хорошо тащил.
В принципе, вратарь пока что выручает. Ну и само собой, защитники уже даже подустают. Варан, как вы видите, совсем у него мало энергии осталось. Эти 2 15-минутки будут достаточно сложные. Решится ли в них судьба матча, я, если честно, не знаю. Как всегда, матч я не смотрел до того, как сажусь его комментировать. Поэтому мне тоже интересно, чем это все закончится. Месси делает двойное касание, хороший разворот, на балансе обыграл защитника, который его прессинговал. Но, к сожалению, подача не получилась. Казимира отдает. Нет, все-таки мяч еще у Ливерпуля. И тут чуть-чуть, совсем чуть-чуть не хватает пасу, чтобы дойти до Холланда. Ну, а Холланд, я думаю, там, конечно, бы разбирался. Челси начинает контратаку. Давайте смотреть, что у нас здесь будет. Казимира спокойно мяч забирает, без фола, лысый не свистит, и Ливерпуль начинает свою атаку строить. Канцело, передача на Недведа. Ну вот опять, зачем мельчить? Спокойно разворачиваешь Недведа, пробиваешь, у него классный удар. Ну, ладно, не мне давать советы. Ляо, Канцело, подача Холланд. Холланд пробивает, но Чех на месте. Чех на месте и берет этот мяч. Опасно очень было разыграно, но опять же, я говорю по себе, я бы уже пробивал за Недведа. Там было и время, и достаточно много свободного пространства, чтобы он спокойно разворачивался и спокойно пробивал. Мне кажется, так было бы острее. Тем не менее, вот так вот Иван решил разыграть, и удар от Холланда поворотом был. Угловой, мяч подхватывает Казимира, но не догоняет его, и будет удар от ворот для Челси и Дани Казакова. 100-я минута у нас тем временем, еще 5 минут до конца первого дополнительного тайма, и второй дополнительный тайм у нас тоже еще впереди. Вынос мяча здесь Холланд поборолся. И давайте смотреть, куда же Челси будет развивать свою атаку. Пока что мяч в центре, передача на левый фланг, на девяточку. Кто это такой с волосами? Я, если честно, не совсем вижу. Эх, тяжело без подписи, реально тяжело. Канцело ошибается, мяч остается у Челси. И легенький забросик, сразу же передача в центр, пытается пробить. Здесь не получается, Недвед. И Варан разряжает ситуацию. Нет, хотя пока еще мяч у Челси. Разворот, удар и штанга, и еще штанга. Да господи, что это вообще было? Что это вообще была за перестрелка? 2 штанги, и потом от защитника мяч летит прямо в руки Чеху. Да, вот здесь, конечно, я бы сказал, что Челси, ну, не повезло. Даня явно скрежетал зубами. Тут должен был залетать мяч. И первый раз, и второй раз штанга. Ну, такой себе момент, но вы сами понимаете, у нас игра, и самые разные ситуации она нам преподносит. Поэтому счет на табло у нас не изменился, еще 15 минут ребятам играть, и посмотрим, смогут ли они за это время забить хотя бы 1 мяч, а может и 2, вы сами знаете нашу игру, что может забиться и 4. Тут уж как повезет. Передача на Холланда, Холланд отдает в центр на Леао, который будет смещаться, естественно, на левый фланг, а куда ж ему еще смещаться. Передача на Холланда, но защитник читает, и, к сожалению, мяч до Холланда не доходит. Тем не менее, Ляо сразу же подключает Холланда, должен быть мяч, но здесь должен быть мяч, но Чех парирует. Посмотрите, что сегодня творит Чех. И с одной, и с другой стороны. Ну, в таких ситуациях, ну, гляньте, просто чистейший выход 1 на 1. У него реализация бомбезная, у него сила удара бомбезная. Тем не менее, Чех с этим мячом справляется. Все ждем, что называется, эпик Чеха, я уверен. Если легенда так тащит, то эпичный Чех будет просто стеной. Александр Арнольд, передача, снова Чех, и снова Чех выручает после удара Леао. Да, явно сегодня вот кто игрок матча, я думаю, у вас вопросов не будет. Вроде уже ложился в другой угол, и все равно ногой мяч он выбивает. Крутейший вратарь. Крутейшая карточка, ждем его эпика, явно за ним нужно будет охотиться и его тестировать. Передача, Холланд первый на мяче, ну ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не Холланд, Недвед, простите, светлый цвет волос, я как-то так сразу не сообразил. Если бы смог пробить в касание, наверное, был бы мяч, но Недвед решил мяч принять, потом от себя далеко его отпустить, а дальше уже не справиться. 9 минут у нас всего остается, Челси у нас пока что в атаке, но Ливерпуль сейчас выдал очень-очень даже опасно. По правому флангу пытался провести мяч, не получилось, будет из-за угловой вбрасывать Де Брюйне, да, судя по всему, 17 номер. Я так пытаюсь просто рассмотреть, что там на экране. Передача в центр, подключение по левому флангу, снова центр, пытается Даня растянуть защиту противника. Хорошая передача, снова Чех, пустые ворота, и мяч залетает. 116-я минута. Да, тут он уже не справился. Тут, к сожалению, наш танкист не справился. Первый мяч он потащил, но, к сожалению,
к сожалению, отскок был прямо на ногу игрока Челси. Что ж, 3-2 и 3 минуты буквально. 3 минуты буквально у Ивана, чтобы перевести матч в пенальти. Но почему бы и нет? Давно у нас не было пенальтей. Тут, кстати, киков, тем более, можно попытаться что-то сделать. Месси все-таки мяч сохраняют у Ливерпуля. Арнольд пытается на балансе обыграть своего визави. К сожалению, не получается. 119-я минута. Сейчас будет уже свисток. И по ходу дела, Даня будет праздновать свою победу. Скорее всего, одну атаку Ливерпуля еще дадут сделать. Холланд отдает на Ляо. Ляо что будет делать? Отличный момент и сравнивает счет. Иван буквально уже на читерских минутах сравнивает счет. Уже должен был быть свисток. Ляо здесь обошел и второй мяч забивает. Да, не зря выходил, так сказать. 2 мяча от Ляо и... он переводит время в пенальти. Ну, точнее, матч он переводит в пенальти. И, ребят, пенальти у нас не было давно. Да, это лотерея. 15-12 по ударам у Челси. 11-9 по ударам у Ливерпуля. Матч яркий, матч достойный, 6 забитых мячей, и сейчас мы с вами еще и посмотрим, как ребята играют в лотерею, кто из них более везучий, а может быть, кто из них знает противника лучше всего. Ляо пробивает в правый угол, чех идет в левый, отлично, первый мяч для Ливерпуля забит. Дальше у нас 20 номер, это кто у нас, я не вижу вас со спины. Со спины также правый угол, челх остается у нас в центре, да, запись идет. Месси подходит к мячу, Месси против чеха, снова правый угол, да что ж, ребята, вы все вправо тащите. И чех, хоть и прыгает в верном направлении, не берет мяч от Месси. Эрлинг Холланд против чеха, куда у нас здесь будет лететь, в правый угол прыгает и мяч летит по центру. К сожалению, здесь чех у нас бессилен. Чех против чеха, Холланд против Холланда. Да блин, ну что ж вы вправо все лупите? Ой, правый угол и чех берет мяч. Что ж, первый промах у Ливерпуля, и у Челси отличный шанс, если, конечно же, забьют все. Это кровь, да, судя по всему, 9 номер, левый угол, чех остается на месте, и Челси выходит вперед по 3 удара и 3-2 счет. Недвед у мяча. Ливерпульский бьет по центру, и вратарь остается по центру. Да что ж такое, Иван. Сейчас, по сути, если забивает Де Брюйне, то Челси выигрывает этот матч. И Де Брюйне не забивает. Ливерский Челси берет мяч. Шансы еще есть. Конечно, здесь Казимира должен. Если не реализация, то как бы все. Казимира, правый угол, спокойненько в нижний ложит мяч. Чех уходит в левый. Ну, еще один Казимира. Ну что ж, победа Челси, или мы будем продолжать смотреть эту лотерею. Также аккуратненько, также в правый угол, и Челси по пенальти выигрывает этот матч. Тут у нас ребята нам показывают, что съемка закончилась. К сожалению, мы хотели бы увидеть на самом деле послематчевую статистику. Имейте это в виду, просто когда записываете матчи, такая от меня для вас просьба. Ну, а я надеюсь, вам понравился и сам матч, и мои комментарии. Повторяюсь, если ты хочешь участвовать в турнирах, переходи в группу Джентльмен Торнамент, ссылки в описании, ссылки в закрепленном комментарии. Участвуй, побеждай, выигрывай призы. Докажи всем, что ты лучший песер. Ну, а я на этом прощаюсь, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.